Глава 1971. Подземный ледник. Внутри черной дыры вспыхнул пятицветный свет, и небесный феникс внезапно исчез. С врожденными пространственными способностями небесного феникса и прошлым опытом работы с пространственными разломами Хань Ли, естественно, не собирался рассматривать этот простой дьявольский узел как препятствие. Ведь через этот узел могли пройти даже обычные дьявольские владыки. Проблем с ним быть точно не должно. И единственное, чего он опасался, так это того, что по другую сторону узла могут находиться какие-то чрезвычайно могущественные дьявольские существа, и в этом случае он попадет в неприятную ситуацию. Однако шансы на то, что это произойдет в таком маленьком узле, были практически ничтожны. Пролетев какое-то время сквозь дьявольские ветры и преодолев дюжину или около того барьеров, образованных пространственной силой, впереди начали появляться точки света. Хань Ли был в восторге, увидев это, и энергично замахал крыльями. Над его телом вспыхнул пятицветный свет, и он стал едва заметной тенью. Выход на другой стороне узла вел в бескрайнюю серую пустыню. На земле внизу стояли два черных здания, которые казались парой сторожевых башен, внутри которых находилось несколько десятков дьявольских охранников, время от времени поглядывавших на узел. Всего через несколько вдохов пространственная сила исчезла, и небесный феникс появился из узла, а затем сразу же растворился в воздухе. Даже самые могущественные дьявольские охранники, расположенные в двух сторожевых башнях, находились только на стадии зарождения души, и здесь уже много лет не происходило ничего примечательного, поэтому они успокоились и совершенно не заметили скрытого появления Хань Ли. Небесный феникс появился в далеком небе, прежде чем вернуться в свою человеческую форму, и Хань Ли спустил слабый вздох облегчения, когда он снова посмотрел на узел с немного странным выражением в глазах. Его проникновение в царство старших дьяволов прошло гораздо более гладко, чем он ожидал, и его не заставили использовать какие-либо меры, которые он тщательно подготовил. Это, естественно, очень его обрадовало. Хань Ли начал осматривать свое окружение в этом царстве, которое человеческая раса провозгласила адской выгребной ямой мира. Небо было бледно-желтого цвета, ни облаков, ни тумана не было видно. Над головой было 3 багровых солнца, и кроме этого, все остальное казалось очень похожим на то, что было в царстве духов. Единственная поразительная разница, которую можно было ощутить, заключалась в том, что духовная ци здесь была явно намного менее обильной, чем в царстве духов. И по всему окружающему воздуху дрейфовала слабая дьявольская ци. Однако эта дьявольская ци не была ярко выражена, и ее можно было легко не заметить, даже если бы кто-то и обратил на нее внимание. Это было довольно неожиданное зрелище для Хань Ли. Однако он отправился в царство старших дьяволов не для проведения географических исследований. У него было что-то важное, что он должен был сделать. Таким образом, он только ненадолго осмотрел свое окружение, прежде чем что-то пропел, и его костюм дьявольской брони снова появился, прежде чем извергнуть большое количество чернильно-черной дьявольской ци, которая полностью затопила его тело. Сразу же после этого он наложил ручную печать, и его человеческая аура была полностью скрыта. Затем он издал низкий крик, и на его теле появилась слабая золотая чешуя. Однако после контакта с дьявольской ци чешуя тут же почернела. В то же время на его глобелле появился и третий черный демонический глаз. Хань Ли со слабой улыбкой на лице осмотрел свое тело. С его нынешней аурой и внешним видом он был идентичен дьявольскому существу высокого уровня. И если бы он не встретил каких-либо дьявольских существ, которые были более могущественными, чем он сам, никто бы не смог увидеть сквозь его маскировку. После своего преобразования Хань Ли не осмелился больше задерживаться в этом районе и немедленно улетел порывом черного ветра. Примерно через час он вышел из пустыни и появился над холмом, усеянным серыми кустами. Как только он добрался до этого места, то сразу заметил, что дьявольская ци стала более плотной. Разница была очень незначительной, но она подтвердила подозрения Хань Ли, которые заключались в том, что, как и духовная ци, изобилие дьявольской ци различалось от области к области в царстве старших дьяволов. Хань Ли продолжил свой путь и летел день и ночь. Он прошел через холмистую местность, через гигантское озеро и через несколько черных горных хребтов. Возможно, это было из-за того, что царство старших дьяволов было очень мрачным и бесплодным с самого начала, или он путешествовал в неправильном направлении, но, кроме нескольких низкоуровневых дьявольских тварей, он не встречал никаких других дьявольских существ. Это заставило Хань Ли почувствовать себя немного более расслабленным, но и немного более осторожным. На 4-й день Хань Ли, наконец, столкнулся с несколькими дьявольскими существами среднего уровня с человеческими телами и головами лошадей, сражающимися у подножия небольшой горы. Эти дьявольские существа были вооружены деревянными дубинками, одетыми в одежду из звериной шкуры, накинутую на их тело. Они были чрезвычайно свирепы и, казалось, обладали определенным уровнем интеллекта. Рядом совершенно неподвижно лежал черный дьявольский зверь, похожий на саблезубого тигра, и было совершенно ясно, что эти дьявольские существа сражаются за эту ценную добычу.
Хань Ли был в восторге, увидев это, и спустился сверху, прежде чем выпустить несколько дуг золотой молнии, чтобы нокаутировать этих дьявольских существ. Затем он сделал хватательное движение, чтобы взять одного из них, прежде чем крепко прижать руку к макушке головы дьявольского существа. Его глаза слегка сузились, и черный свет вспыхнул на кончиках его пальцев, когда он применил технику поиска души. Как он и ожидал, дьявольское существо обладало лишь очень элементарным уровнем интеллекта, и ему действительно нечего было просеивать в его духовном смысле. К счастью, он не искал никакой сложной информации, и с помощью своей техники поиска души он нашел подходящее место, которое было недалеко. Золотая молния снова вырвалась из его руки, чтобы мгновенно испепелить это дьявольское существо в пыль, и он сделал то же самое с другими дьявольскими существами, а также с трупом этого дьявольского зверя. После этого он полетел в другом направлении. Через несколько часов впереди показался бескрайний каньон. Черный ветер утих, и Хань Ли появился в воздухе над каньоном, прежде чем бросить взгляд вниз. Каньон был в несколько тысяч футов шириной. Глубина же его была совершенно непостижима. Воющие ветры беспрестанно дули в нем, и внутри него было огромное пространство мутно-желтого тумана. Хань Ли без колебаний спустился в каньон, когда над его телом вспыхнул серый свет. Свирепые ветры исчезли, как только он соприкоснулся с этим серым светом. По мере того, как он спускался все дальше и дальше, температура воздуха резко падала, и на склонах каньона виднелся слой инея. Эти температуры, естественно, были недостаточно низкими, чтобы беспокоить Хань Ли, и, спустившись более чем на 10 тысяч футов, он, наконец, достиг дна каньона, где находился голубой ледник. Теоретически температура здесь должна была полностью заморозить эту реку, но она не подавала никаких признаков замерзания. Однако по обеим сторонам реки были толстые слои голубого льда, а в воздухе на высоте более сотни футов над ледником завывал сильный ветер. Хань Ли завис в воздухе в нескольких десятках футов над ледником и скользнул взглядом вниз. И тут на его лице появился намек на удивление. Эта река действительно довольно своеобразна. Она такая спокойная и неподвижная на поверхности, но бурная, как водопад, в глубине. Она, скорее всего, ведет прямо в подземную реку. Кроме того, ледниковая сила здесь тоже довольно своеобразная, пробормотал Хань Ли. Прямо в этот момент свирепый ветер наверху раздался резким шипением, и две необычайно быстрые полосы синего света вырвались вперед, достигнув Хань Ли во вспышке. Это была пара полупрозрачных голубых летающих змей с треугольными головами и черными коронами, которые делали их головы похожими на петушиные. Только по их внешнему виду было совершенно ясно, что они обладают смертельным ядом. Выражение лица Хань Ли помрачнело, когда он увидел это, и его руки метнулись вперед, чтобы поймать двух летающих змей, прежде чем без колебаний раздавить их. У двух змей не было даже шанса издать последний звук, прежде чем они были мгновенно убиты. Хань Ли бросил тело летающих змей в воду внизу, а они мгновенно замерзли, прежде чем медленно погрузиться в реку, исчезнув в ее глубинах в мгновение ока. Хань Ли закрыл глаза, прежде чем высвободить свое духовное чутье, чтобы отслеживать продвижение двух змеиных туш, после чего на его лице вскоре появилось довольное выражение. Как и ожидалось, их моментально смыло. Я не знаю, куда приведет этот ледник, но я уверен, что то, что брошено в него, будет иметь очень низкую вероятность быть обнаруженным, пробормотал Хань Ли, переворачивая руку, чтобы извлечь нетронутую белую деревянную коробку. Он бросил несколько несчастный взгляд на деревянный ящик, но, стиснув зубы, в конце концов швырнул его вниз. На поверхности деревянного ящика моментально появился слой голубого льда, и он тоже погрузился в ледник. Хань Ли молча смотрел в глубины ледника, и по прошествии почти часа он слабо вздохнул, когда выражение его лица немного смягчилось. В этот момент деревянный ящик уже исчез в подземной реке. Ему очень не хотелось расставаться с сокровищем, но в нем было два священных предка, поэтому, естественно, лучше было избавиться от него как можно раньше. Он не знал, смогут ли эти два дьявола когда-нибудь сбежать из заключения запечатывающего дьявола замка, но с этого дня они больше не имели с ним ничего общего. Царство старшего дьявола, естественно, не было местом, где можно было бы задерживаться в течение длительного периода времени, поэтому Хань Ли больше не колебался, вылетая из каньона, прежде чем отправиться обратно в царство духов. Между тем, в пространстве внутри деревянного ящика, который дрейфовал по подземной реке, Че Цигун медитировал в похожей на пещеру секретной комнате с черно-белым светом, вспыхивающим над его телом, по-видимому, что-то культивируя. В таинственном каменном зале в другом месте того же пространства Фэн Се делал то же самое, сидя на футоне. Они оба совершенно не обращали внимания на то, что происходит за пределами деревянного ящика, и если бы они знали, то, скорее всего, проклинали бы Хань Ли всеми уничижительными терминами в своем лексиконе. В конце концов, Хань Ли только что непреднамеренно сорвал их план по приобретению половины хаотической Цинь-Ян, добытой его собственными осторожными действиями. Глава 1972. Возвращение и тайна расы старших дьяволов. Обратный путь оказался для Хань Ли очень гладким.
Летя на полной скорости, он вернулся в желтую пустыню всего за сутки, и вскоре впереди показался дьявольский узел. Все было так же, как и тогда, когда он покинул узел. И Хань Ли не сильно удивился, увидев это. Черная ци вокруг его тела исчезла, и он снова превратился в небесного феникса, прежде чем полететь к узлу в виде слабой полосы света. Всего через несколько вспышек он влетел в узел, снова избежав обнаружения дьявольской стражи внизу, и это путешествие через узел также было гладким и без происшествий. Некоторое время спустя небесный феникс появился в царстве духов в виде шара пятицветного света. Но за мгновение до того, как он вышел из узла, он пронесся своим духовным чувством по окрестностям. Как он и ожидал, дьявольские существа окружили узел, и после обнаружения этого на его лице появилась холодная улыбка. Яркий свет вырвался из тела небесного феникса и мгновенно исчез из пространственного прохода. В следующее мгновение за пределами узла возникли пространственные флуктуации, и из ниоткуда возникла лазурная фигура. Как только Хань Ли появился, поблизости раздался громкий крик «Атакуем!». Сразу же после этого бесчисленные полосы черного света устремились к нему со всех сторон, и свирепые ветры пронеслись над головой, когда сверху спикировала дюжина или около того двухголовых дьявольских птиц. Внизу появились два лазурных боевых ковчега, каждый длиной в несколько сотен футов, и они выпустили два столба черного света, которые в мгновение ока достигли Хань Ли. Несколько сотен дьявольских охранников собрались у выхода из узла, и как только Хань Ли вернулся, они сразу же обрушили шквал атак. Хань Ли заранее предвидел эту ситуацию. Несмотря на яростные атаки, направленные на него лице появилась слабая улыбка. Он резко махнул рукавом вперед, и вспышка серого света метнулась вперед, прежде чем образовать полупрозрачный световой барьер, который полностью защитил его тело внутри. Затем он небрежно щелкнул пальцами по направлению к гигантским дьявольским птицам, не обращая внимания на приближающиеся полосы черного света вокруг себя. Около дюжины полос лазурного меча Ци вылетели во вспышки из кончиков его пальцев, и, прежде чем они даже поняли, что произошло, каждая из дьявольских птиц была разрезана пополам. Их туши рухнули сверху под кровавым дождем, и высококлассные дьявольские существа, оценивающие происходящее издалека, были крайне встревожены, увидев это. Эти двуглавые дьявольские птицы обладали телами более твердыми, чем железо и сталь. Даже обычное сокровище не смогло бы причинить им ни малейшего вреда, но Хань Ли только что с легкостью разрезал их на части. Однако еще более поразительным для них было то, что все полосы черного света и этот столб света исчезли, как только они коснулись серого светового барьера вокруг тела Хань Ли, как будто их всех поглотил световой барьер. Этот человеческий культиватор находится на стадии интеграции тела. «Немедленно отступайте», — поспешно приказало одно из высококлассных дьявольских существ. Эти высокоуровневые дьявольские существа были никем иным, как дьявольскими существами 4 стадий трансформации божества. А этот дьявол был на стадии поздней пространственной закалки и носил парчевые одежды, лишний раз подчеркивая свой статус. После того, как они нанесли силам племени Лиса тяжелое поражение, они обнаружили, что дьявольские существа, охранявшие узел, исчезли, и это, естественно, было для них весьма тревожным открытием. Они понятия не имели, что произошло, но если с дьявольским узлом случится какое-то несчастье, то они все будут привлечены к ответственности. Таким образом, после некоторого обсуждения, они связались с другими ближайшими к ним дьявольскими твердынями и собрали группу элитных дьявольских воинов, чтобы окружить узел. На самом деле, они делали это только для галочки, и на самом деле они не думали, что кого-нибудь поймают, но, к их большому удивлению, Хань Ли вернулся, пробыв всего несколько дней в царстве старших дьяволов. Как только он вернулся, он сразу же попал в их ловушку, и сначала они были в восторге, увидев это, но вскоре их восторг сменился ужасом, когда дьявольское существо в парчевой одежде обнаружило базу совершенствования Хань Ли. Высококачественные дьявольские существа обменялись несколькими испуганными взглядами, прежде чем немедленно улететь в виде полос черного света. Чтобы не предупредить Хань Ли об их побеге, они даже не уведомили своих подчиненных о том, что они делают. Однако с огромным духовным чутьем Хань Ли он, естественно, уже заметил этих высококлассных дьявольских существ. Как только они попытались сбежать с места происшествия, он бросил на них ледяной взгляд. «Если думаешь, что сможешь уйти, то твои мечты не сбудутся». Как только его голос затих, Хань Ли сделал хватательное движение рукой, и в воздухе над высокоуровневыми дьявольскими существами вспыхнули пространственные колебания, после чего гигантская пятицветная рука размером более сотни футов внезапно появилась перед тем, как низвергнуться вниз. Высокоуровневые дьявольские существа пришли в ужас, увидев это, и ускорились изо всех сил, выпуская все виды сокровищ, чтобы атаковать гигантскую руку. На самом деле они не ожидали, что их сокровище уничтожит руку, они просто надеялись немного отсрочить это и выиграть время для побега. Однако в тот момент, когда сокровища коснулись массивной руки, рука тут же взорвалась огромным пространством пятицветного ледяного пламени, охватившего площадь около акра. Пятицветный ледяной свет устремился вниз, и все 5 высокоуровневых дьявольских существ были мгновенно заморожены.
Только тогда дьявольские существа, окружавшие Ханли, поняли, что происходит, и тут же впали в слепую панику. Однако, прежде чем они успели отступить, Ханли взмахнул рукавами по воздуху, чтобы выпустить несколько десятков маленьких лазурных мечей, все из которых превратились в полосы лазурного меча Ци. Затем он издал низкий крик и сделал ручную печать, отправив полосы Ци меча во все стороны. Примерно через 10 минут во всей дьявольской твердыне не осталось ни одного живого дьявольского существа. Полоса лазурного света кружила высоко в воздухе, а затем полетела обратно к человеческой территории. Несколько дней спустя разведчики племени Лиса обнаружили, что здесь произошло, и, естественно, были в восторге. Проведя дополнительную разведку, чтобы убедиться, что это не какая-то ловушка, они немедленно поспешили обратно, чтобы доложить о ситуации. 7 или 8 дней спустя дьявольская цитадель была захвачена существами племени Лиса, которые начали создавать некую глубинную формацию на выходе из узла, пытаясь полностью изолировать его. Конечно, все это не имело никакого отношения к Ханли. В настоящее время он совершенствовал хаотическую Цинь-Ян в своем теле, быстро летя обратно на человеческую территорию. Несмотря на то, что он усовершенствовал лишь небольшую часть хаотической Цинь-Ян, его магическая сила была значительно увеличена, и он получил огромную пользу. Он подсчитал, что хаотическая Цинь-Ян должна быть почти полностью очищена к тому времени, когда он вернется к человеческой расе, и это приведет его к вершине стадии интеграции среднего тела. После этого он сможет совершить прорыв к поздней стадии интеграции тела, но для этого ему потребуется помощь ледяного феникса. В противном случае Хань Ли поселился бы где-нибудь в первобытном мире, чтобы вместо этого совершить прорыв. В конце концов, человеческая территория кишела дьявольскими захватчиками, и это определенно было не очень безопасное место. Имея это в виду, Хань Ли мог только смиренно вздохнуть и продолжить свой путь. Между тем, на вершине городской стены города Глубокого Неба располагались группы человеческих воинов и культиваторов, которые изо всех сил контролировали свои сокровища, чтобы атаковать дьявольскую армию за пределами городских ограничений. Происходила чрезвычайно ожесточенная битва, и подобные сцены разворачивались на всей территории людей и демонов. За последнее время дьявольская армия внезапно стала намного свирепее и начала проводить волну за волной яростных нападений, не обращая внимания на понесенные потери. Бесчисленное количество человеческих и демонических существ низкого и среднего уровня погибло во время этих напряженных сражений, и число жертв среди высококлассных культиваторов на стадии трансформации божества или выше также резко возросло. Это заставило армии человеческих городов очень нервничать и опасаться. Во время прошлых дьявольских невзгод эти города должны оставались нетронутыми после нескольких лет атак дьявольской армии. Таким образом, все города использовали все, что было в их распоряжении, чтобы отразить нападение, с нетерпением надеясь на наступление дня, когда дьявольская армия выдохнется. Незаметно для всех, в настоящее время около дюжины человеческих и демонических существ в стадии интеграции тела собрались на таинственном острове, расположенном на границе территории людей и демонов. В настоящее время все они обсуждали секретный вопрос в зале, окруженном слоями ограничений. Значит, раса старших дьяволов планирует завоевать нашу территорию, а затем навсегда поселиться в царстве духов, размышлял пожилой мужчина со снежно-белыми волосами, нахмурив брови. Это еще не все. Разведчики, которых мы отправили в расу старших дьяволов, обнаружили, что была мобилизована огромная группа старших дьяволов низкого уровня, и они скоро собираются пробиться в царство духов, мрачно сказал рыжеволосый мужчина средних лет. Низкоуровневые старшие дьяволы. Сколько примерно мобилизовано? Кто-то вздохнул, прежде чем спросить. «У нас нет точной цифры, но их будет как минимум 1 000 000», ответил рыжеволосый после небольшой паузы. 1 000 000. Все собравшиеся в зале были поражены, услышав это. Эта цифра действительно достоверна. Во всем царстве старших дьяволов не так уж много воинов такого уровня. 1 000 000 будет составлять почти 10% от всех старших дьяволов в царстве старших дьяволов. Как священные предки готовы идти на такой огромный риск? Спросила пожилая женщина в белом. Информация, которую мы получили, определенно достоверна. Многие из городов, населенных старшими дьяволами, уже полностью опустели. 1 000 000 — это, на самом деле, минимально допустимая оценка, уверенно ответил рыжеволосый. Похоже, эти дьявольские существа готовятся к вторжению под девизом «все или ничего». Жаль, что мы не смогли установить причину их акта отчаяния, даже после того, как мы отправили так много разведчиков в царство старших дьяволов. В противном случае мы смогли бы гораздо эффективнее нацеливаться на них, вздохнул седовласый пожилой мужчина. Глава 1973. Прибытие Осяа. Похоже, что только священные предки знают о причине этого отчаянного дьявольского вторжения. Даже средний дьявольский лорд был полностью в неведении. В прошлом мы сильно рисковали, чтобы захватить дьявольских лордов живыми.
Но мне не удалось собрать какую-либо важную информацию даже после того, как я применил к ним технику поиска души, смиренно сказала женщина в белом. Хм. Независимо от того, почему раса старших дьяволов делает это, мы определенно не можем позволить им делать то, что им заблагорассудится. Все подготовленные нами резервные меры были реализованы, и 2 из них в основном завершены. Они должны быть достаточны, чтобы нанести серьезный урон дьявольской армии. Даже если истинные тела некоторых священных предков должны были спуститься в царство духов, это не будет иметь никакого значения. Единственное, что вызывает беспокойство, это то, что наши источники подтвердили, что 3 патриархи расы старших дьяволов вместе сойдут в царство духов. Если это произойдет, даже если все существа великой стадии вознесения наших рас объединят свои силы, мы, скорее всего, не сможем им противостоять. Я слышал, что все 3 патриарха — старые монстры, которые живут сотни тысяч лет и находятся всего в одном шаге от вознесения, чтобы стать настоящими дьяволами, сказал рыжеволосый, нахмурив брови. Услышав это, лица всех потемнели еще больше, и женщина в белом вздохнула. 3 патриарха расы старших дьяволов — древние дьяволы стадии превосхождения скорби. Даже во всем царстве духов не так много существ, которые могут победить их, не говоря уже о наших расах. Единственными существами, которые были бы способны победить этих патриархов, были бы истинные духи, почитаемые основными расами. Но наши расы слишком слабы. Где мы найдем истинный дух, который был бы готов помочь нам? Если мы не сможем найти способ противостоять 3 патриархам, наша судьба будет решена, даже если мы сможем противостоять атакам дьявольской армии. Как только все начали обмениваться обеспокоенными взглядами, вдруг впервые заговорил чисто выбритый мужчина. Не нужно слишком беспокоиться. Еще когда мастер Мо Цзиньли покинул священный остров, он сказал, что будет искать существ великой стадии вознесения других рас, чтобы найти способ противостоять дьявольским патриархам. С тех пор прошло много времени. Возможно, он уже нашел способ. Это правда, Дао Сюнь. Почему мы никогда не слышали об этом? Поспешно спросил рыжеволосый мужчина, когда на его лице появилось удивленное выражение. Все остальные тоже были удивлены и обрадованы, услышав это. Только брат Луо и я знаем об этом. Перед отъездом старшего Мо он сказал нам не раскрывать эту информацию, если этого не требует ситуация, поэтому мы никогда никому об этом не говорили. Теперь ситуация кажется мне достаточно ужасной, чтобы обнародовать эту информацию, вздохнул чисто выбритый мужчина. Это правда, брат Луо. Женщина в белом немедленно повернулась к пожилому мужчине за подтверждением. Хе-хе, Дао Сюнь говорит правду. Старший Мо действительно сообщил нам двоим об этом перед своим отъездом, с улыбкой подтвердил седовласый пожилой мужчина. Это здорово. Это должно означать, что у старшего Мо уже есть план. Похоже, есть хороший шанс, что в конце концов мы сможем преодолеть это дьявольское испытание. Все очень обрадовались, услышав это, и тут же начали обсуждать между собой эту новую информацию. Хорошо, прежде чем мы начнем обсуждать конкретные мероприятия, я должен кое-что объявить. Мастер Черного Дождя, который не так давно покинул священный остров, чтобы захватить дух камня несбыточной мечты, к сожалению, погиб. Он был в сопровождении Тянь-Чаня из священного города, который сообщил нам, что их пути разошлись после того, как дух камня несбыточной мечты был захвачен, сказал мужчина с мрачным выражением лица. Восторг в глазах всех сразу же исчез, когда они услышали это. Мастер Черного Дождя, культиватор стадии интеграции тела. Как его так быстро убили? Могла ли здесь быть замешана какая-то нечестная игра? Подозрительно спросил чисто выбритый мужчина. Я так не думаю. Дух камня несбыточной мечты действительно чрезвычайно редок, но он не очень полезен для обычного человека. Вдобавок ко всему, даос Тянь-Чань упомянул свидетеля. Они столкнулись с другим даосом на стадии интеграции тела, который помог им поймать каменного духа. Без его помощи им было бы не так просто поймать каменного духа, ответил рыжеволосый мужчина, покачав головой. Свидетель. Кто это? Кто-то еще из священного города? Спросила пожилая женщина, нахмурив брови. Нет. Если подумать, я уверен, что большинство из вас слышали о нем. Другой свидетель Даос Хань, который достиг стадии интеграции тела всего несколько столетий назад, сказал рыжеволосый мужчина. Вы имеете в виду Хань Ли? Я слышала, что он странный вундеркинд из вашей человеческой расы, которому потребовалось всего несколько столетий, чтобы перейти от стадии трансформации божества к стадии ранней интеграции тела, сказала пожилая женщина с удивленным взглядом в ее глазах. Хе-хе, боюсь, ваша информация устарела. Даос Хань уже является культиватором интеграции среднего тела, усмехнулся седовласый пожилой мужчина. Что? Он сделал еще один прорыв? Это слишком быстро. Я думала, что слухи о его способностях к совершенствованию были просто преувеличением.
Но, похоже, они были преуменьшением, если уж на то пошло. Пожилая женщина была поражена еще больше. Все другие присутствующие стадии интеграции тела также были ошеломлены, услышав это. Возможно. Если бы не продолжающаяся дьявольская скорбь, Даос Хань, скорее всего, уже стал бы членом нашего священного острова. А что же случилось с мастером черного дождя? Спросил седовласый пожилой мужчина. Я пытался это узнать, но после того, как я связался с городом глубокого неба, мне сказали, что Даос Хань исчез. Похоже, время его исчезновения совпадает со временем смерти мастера черного дождя, с кривой улыбкой заметил рыжеволосый мужчина. Он исчез. Выражение лица пожилого человека помрачнело, когда он услышал это. Согласно информации, которую мы получили из города глубокого неба, Даос Хан столкнулся с клоном священного предка во время укрепления города глубокого неба, и после этого он пропал без вести. Но он столкнулся с Тянь Чанем и мастером черного дождя после того, как сбежал от клона этого священного предка. Однако после того, как трое объединили свои силы, чтобы захватить каменного духа, Тянь Чан был единственным, кто благополучно вернулся в священный город, в то время как двое других пропали без вести, сказал рыжеволосый. Со способностями Даоса Ханя у него может быть надежда достичь стадии Великого Вознесения в будущем. Было бы действительно жаль, если бы с ним что-то случилось. Однако такие совершенствующиеся, как мы, в любом случае постоянно бросают вызов естественному порядку. Поэтому нам свойственно рано умирать, особенно в эту дьявольскую скорбь, задумчиво вздохнула пожилая женщина. Если Даос Хань действительно погиб, то он может только оплакивать свое несчастье. Однако, в отличие от мастера черного дождя, Даос Хань не оставил лампы души в городе глубокого неба, поэтому невозможно сказать, действительно ли он погиб. В настоящее время не ясно, жив он или нет. Независимо от того, как погиб мастер черного дождя, проблема в том, что дух камня несбыточной мечты, которого он захватил, также исчез. Без этого каменного духа первый шаг наших приготовлений не может быть осуществлен. Это неотложный вопрос. Он касается выживания наших двух рас. Так что мы должны придумать способ немедленно исправить эту проблему, мрачно сказал рыжеволосый. Это действительно срочный вопрос. Есть ли еще способы, чтобы найти еще одного духа камня несбыточной мечты? Можем ли мы заменить дух камня несбыточной мечты чем-то другим? Разве у нас нет подготовленного запасного плана на случай именно этой ситуации? Все быстро начали предлагать свои мнения и идеи. Дух камня несбыточной мечты найти совсем непросто. Тот, за которым мы послали мастера черного дождя, был обнаружен десятки тысяч лет назад. Что касается заменителей, мы действительно подготовили несколько вариантов. Но прибегая к этим заменителям, мы должны сознавать, что это будут мешать нашей подготовке. И трудно сказать, сможем ли мы добиться в итоге задуманного эффекта, сказал рыжеволосый. Услышав это, все замолчали, и на весь зал воцарилась напряженная тишина. Дух камня несбыточной мечты оставьте мне. У меня есть более важные дела, в которых мне потребуется ваша помощь. Слабый мужской голос вдруг разнесся эхом по всему залу, и все были несколько сбиты с толку, услышав его. На лице рыжеволосого сразу же появилось восторженное выражение, и он вскочил со стула, воскликнув: «Старший Ося, это вы?» Почти в тот же момент ворота зала открылись снаружи, и один за другим в зал вошли два человека. Первым человеком был мужчина лет 30 с легкой улыбкой на лице. Он был одет в комплект серебряных мантий и имел копну длинных черных волос, спускавшихся до талии. Позади него стояла ослепительная седовласая красавица с кожей светлой, как снег, и мерцающими серебряными локонами, которые выглядели так, словно были выкованы из чистого серебра. Мы отдаем дань уважения старшему Осяа и приветствуем старшего Осяа на священном острове. Все люди в зале были в восторге, увидев человека в серебряном одеянии, и поспешно поднялись на ноги, прежде чем почтительно поклониться. Этот человек был единственным великим на стадии вознесения из расы демонов, широко известным патриархом Осяа. Нет необходимости в формальностях. «Я вижу, здесь есть знакомые лица и те, кого я сейчас вижу впервые», — с улыбкой сказал мужчина в серебряном одеянии. «Садитесь, пожалуйста, старший Осяа», — сказал седовласый пожилой мужчина, поспешно освобождая главное место в зале. Патриарх Осяа кивнул, прежде чем сделать шаг вперед, и все почувствовали, что их зрение затуманилось, прежде чем он каким-то образом появился перед креслом, а затем спокойно сел. Глава 1974. Обсуждение. Седовласая женщина также вошла в зал и встала позади патриарха Осяа, полностью игнорируя всеобщие недоуменные глаза. Седовласый старик направил свое духовное чувство к женщине, чтобы обнаружить, что она была демоническим культиватором поздней стадии пространственной закалки, и он не мог не спросить: «Могу ли я узнать, кто это?» «Это моя внучка Лин Лун».
Возможно, вы не встречали ее раньше, но я уверен, что вы слышали о ней, ответил патриарх Хосеа. Услышав это, в глазах пожилого мужчины мелькнуло удивление, и он вежливо сказал: «А фея Лин Лун, пожалуйста, простите меня за грубость». Действительно, эта женщина была никем иным, как Серебряной Луной, который расстался с Хань Ли в человеческом мире более 1000 лет назад. Конечно, эта Серебряная Луна отличался от Серебряной Луны прошлого. Она объединила расколотую душу и завладела полной душой Серебряной Луны. Все остальные тоже были несколько удивлены, узнав, кто эта женщина. Священный остров имел особый статус как среди людей, так и среди демонов, поэтому существа на острове, естественно, уделяли пристальное внимание 7 монархам-демонам, которые правили расой демонов. Фея Лин Лун была наложницей волчьего монарха Тянь Куя, и когда-то она была запечатана в человеческом мире на много лет. Все старейшины Священного острова слышали о том, как ее отношения с волчьим монархом Тянь Куем стали довольно натянутыми после ее возвращения в Царство Духов, хотя это был только первый раз, когда они встретили ее. Серебряная Луна не обратила на это внимания и просто молча стояла позади патриарха Осяа, слегка опустив голову. «Старший Осяа, чему мы обязаны этим удовольствием? Вы оправились от своего последнего трансцендентного испытания?» Уважительно спросил рыжеволосый мужчина. Мое последнее преодоление скорби действительно было чем-то вроде испытания, но после стольких лет отдыха я уже полностью выздоровел. Иначе я бы не появился здесь. Что касается того, почему я пришел на Святой остров, я был, естественно, приглашенный сюда Даосом Мо, сказал патриарх Хосеа со слабой улыбкой. Значит ли это, что вы уже встречались со старшим Мо? Это потрясающие новости. Он также полностью погрузился в безвестность после того, как покинул священный остров много лет назад, и мы очень беспокоились о нем, сказал чисто выбритый мужчина. В его глазах появилось восторженное выражение. Хе-хе, он не так стар, как я. Так что не нужно о нем беспокоиться. Хорошо, я не буду больше тратить время на свою бессвязную болтовню. В этом случае меня попросил прийти сюда Даос Мо, чтобы передать от него сообщение, а также остаться на острове на некоторое время, сказал патриарх Хосеа. Услышав это, сердце чисто выбритого мужчины дрогнуло, и он уважительно спросил: «Какое сообщение имеет для нас старший Мо?» Друг Даос Мо недавно получил известие о том, что местонахождение священного острова, по-видимому, просочилось к расе старших дьяволов. Дьявольская армия в настоящее время не обладает силой, чтобы представлять угрозу для священного острова, но мы все еще должны принять некоторые меры предосторожности на всякий случай. Священный остров имеет чрезвычайно важное значение для двух наших рас. Если что-то случится с этим местом, боевой дух резко упадет до необратимой степени, сказал патриарх Хосеа, и на его лице появилось мрачное выражение. Местоположение Святого острова снова просочилось. Но это невозможно. Святой остров только что телепортировался в новое место. Он не сможет снова телепортироваться в ближайшем будущем. Воскликнул один из присутствующих на стадии интеграции тела. Не нужно паниковать. Я буду здесь, чтобы удерживать форт. Тот факт, что местонахождение Святого острова снова просочилось за столь короткое время, указывает на то, что дьявольский шпион, скорее всего, проник на остров. Выследить шпиона не должно быть очень хлопотно. Нам просто нужно исследовать всех людей, которые вошли на остров с начала дьявольской скорби, чтобы найти виновного, холодно сказал патриарх Осяа. Услышав это, сердце седовласого пожилого мужчины дрогнуло, и он поспешно сложил кулак в знак приветствия, говоря: «Я немедленно соберу людей для проведения расследования». Патриарх Хосеа кивнул в ответ и после короткой паузы сказал то, что стало для всех полной неожиданностью. Другое сообщение, которое Даос Мо хотел, чтобы я передал, заключается в том, что нам нужно скорректировать контрмеры, которые мы изначально подготовили против дьявольской армии. Почему так? Все эти контрмеры — мощные козыри, на разработку которых у нас и старшего Мо ушло более 100 лет. Уж точно с ними не будет никаких проблем, спросила пожилая женщина. Скорее всего, это было решение, которое Даос Мо принял после встречи с даосами других рас на стадии Великого Вознесения. Я полагаю, что он должен был выявить некоторые ошибки в первоначальных контрмерах, которые были подготовлены благодаря его общению с этими товарищами-даосами. Уверяю вас, для этого не нужно все сносить и переделывать заново, нужно будет только отрегулировать 2-3 контрмеры, подробности я вам всем сообщу позже. Дух камня несбыточной мечты становится излишним, так как Даос Мо уже решил заменить его чем-то другим. Этот заменитель даст только лучший эффект, чем тот, который был бы изначально, и я принес заменитель с собой. Говоря это, патриарх Хосеа взмахнул рукой, чтобы достать нефритовый пузырек, который он бросил седовласому пожилому человеку. Пожилой мужчина поймал коробку, прежде чем озадаченно снять крышку, после чего на его лице появилось ошеломленное выражение. Это. Патриарх Осяа поднял руку, чтобы перебить пожилого человека. Если ты знаешь, что это такое, то держи это при себе.
Лучше, чтобы сейчас об этом знало как можно меньше людей. Другим старейшинам Святого Острова было весьма любопытно, что было в коробке, но, естественно, им было неуместно совать нос в такие дела. Пожилой мужчина поспешно ответил утвердительно, прежде чем аккуратно спрятать нефритовую шкатулку в рукав. Пожилая женщина на мгновение заколебалась, прежде чем спросить. «Кстати, старший, вы слышали, что есть шанс, что 3 дьявольских патриарха могут спуститься в наше царство духов?» «Я действительно слышал об этом, и это Даос Мо сообщил мне об этом лично», — спокойно ответил патриарх Осяа. Его спокойный вид вселил в зал большую уверенность, а в глазах пожилой женщины появился намек на восторг, когда она спросила. «Значит ли это, что вы уже придумали контрмеру против них, старший?» Вместо того, чтобы дать окончательный ответ, патриарх Осяа махнул рукой и небрежно ответил. «Хе-хе, даже средний священный предок должен затратить огромное количество энергии, чтобы заставить свое истинное тело спуститься в царство духов, не говоря уже о 3 дьявольских патриархах. Им будет не так просто пробраться в это царство. О чем-то подобном еще рано говорить, мы можем подумать об этом после того, как разберемся с текущей угрозой, исходящей от дьявольских армий». Услышав это, все присутствующие на стадии интеграции тела обменялись озадаченными взглядами. Седовласый пожилой мужчина откашлялся и многозначительно посмотрел на Рыжеволосого. Рыжеволосый, похоже, что-то вспомнил, увидев молчаливые сигналы пожилого человека, и поспешно сменил тему. Действительно, еще слишком рано обсуждать 3 дьявольских патриархов. Хотите услышать о некоторых конкретных мерах, которые мы подготовили на Святом острове старший Осяа? Есть некоторые вопросы, которые мы не можем решить, и нам потребуется ваш вердикт. На лице патриарха Осяа появился намек на улыбку, когда он кивнул в ответ. Конечно, давай. Мы должны решить, кого отправить за материалами. Я предлагаю. Рыжеволосый мужчина, казалось, отвечал за решение всех общих вопросов на острове, и патриарх Осяа молча слушал его отчет. Выражение его лица оставалось совершенно неизменным, но задумчивый взгляд в его глазах говорил о том, что он обдумывал все поднятые вопросы. После того, как рыжеволосый мужчина закончил, несколько человек в холле также вышли вперед, чтобы сообщить о некоторых других вещах. Только по прошествии 2 часов все закончили свои доклады. Выслушав все, что говорили, патриарх Осяа не принял ни единого решения. Вместо этого он внезапно поднялся на ноги с улыбкой и сказал: «Похоже, вы все хорошо справились. Это все вопросы, о которых вы можете позаботиться самостоятельно. Вам нужно лишь ходить и оглашать приказы. Я довольно устал от моего путешествия, чтобы добраться сюда, так что я пойду отдыхать». Все остальные обменялись несколькими широко раскрытыми глазами, услышав это. Первым отреагировал рыжеволосый мужчина, который поспешно поднялся на ноги, прежде чем почтительно поклониться. «В таком случае, пожалуйста, позвольте мне организовать вам место для проживания, старший». Патриарх Осяа кивнул, прежде чем неторопливо выйти из зала, сопровождаемый серебряной луной. Только тогда все остальные в зале отреагировали на ситуацию, и все встали, чтобы попрощаться с патриархом Осяа. Как только патриарх Осяа добрался до выхода из зала, ему внезапно пришла в голову мысль, и он повернулся назад, прежде чем указать на 2 людей в зале, и сказал: «Кстати, вы двое приходите ко мне позже, мне нужно кое-что обсудить с вами». Люди, на которых он указал, были седовласым пожилым мужчиной и высоким и худым мужчиной, которые почти не разговаривали. Они немного запнулись, прежде чем поспешно дать утвердительный ответ. Патриарх Осяа кивнул, прежде чем выйти из зала, и как только он ушел, женщина средних лет, которая на вид было за 40, повернулась к высокому и худому мужчине, прежде чем спросить: «Вы знаете патриарха Осяа, Даос Сюй?» Глава 1975. Серебряная луна и телосложение 7 звезд Луны. Один из моих старших — старый знакомый старшего О, поэтому я несколько раз видел его издалека, двусмысленно ответил мужчина. «А, тогда ты знаешь, почему старший О мог искать тебя?» — спросила женщина средних лет. «Откуда мне знать? Я так же сбит с толку, как и вы. Кроме того, старший О не просто попросил увидеть меня наедине, он приказал мне и брату Луо пойти и увидеть его, поэтому он должен что-то сказать нам», — ответил мужчина, покачав головой. Женщина средних лет лишь улыбнулась и больше не вникала в этот вопрос. После ухода патриарха Осяа остальные люди в зале также не собирались оставаться. Еще немного пообщавшись, седовласый пожилой мужчина объявил об окончании собрания, и все вышли из зала. Тем временем рыжеволосый мужчина уже отвел патриарха Осяа и Серебряную Луну в отведенные для них на острове покои, которые располагались в определенной области. Мало того, что это была область на острове с наибольшим изобилием духовной ци, там было 7 или 8 независимых павильонов, которые были разнесены очень далеко друг от друга.
Эти павильоны были чрезвычайно сложными и хорошо сконструированными. В каждом из них была специальная камера для обработки инструментов, камера для обработки таблеток и секретная камера для целей культивирования. Приведя патриарха Осиа к этому месту, рыжеволосый мужчина попросил его выбрать павильон сам, но патриарх Осиа просто выбрал павильон наугад. Рыжеволосый мужчина, естественно, не посмел возразить и, организовав для него и Серебряной Луны группу слуг, тут же удалился. Патриарх Осиа сел на главное место в зале и бесстрастно поднял руку, отпустив слуг в комнате. Таким образом, он и Серебряная Луна были единственными людьми, оставшимися в зале. Он молча сидел на стуле и слегка прищурил глаза, словно что-то обдумывая. Все это время Серебряная Луна мирно стояла рядом с ним, довольствуясь молчанием. С твоей нынешней базой совершенствования нет никаких причин, по которым ты не должна совершить прорыв к стадии интеграции тела со всеми таблетками, которые я тебе дал. И единственное, что тебя сдерживает, это твоя неспособность побороть своих внутренних демонов. И если ты потерпишь неудачу в очередной попытке прорыва, то тебе, скорее всего, будет очень трудно сделать прорыв позднее, внезапно сказал патриарх Осиа. Как ты сама понимаешь, сложность прорыва будет только нарастать. Серебряная Луна слегка опустила голову и ответила. «Простите, что разочаровала вас своей некомпетентностью, дедушка. Похоже, тебе будет очень трудно развязать узел в нашем сердце. С тех пор, как ты вернулась из того Нижнего царства, ты встретила Тянькуя холодным приемом и даже переехал жить ко мне. Я не заставил тебя сказать мне причину этого, и я также не заставлял тебя возвращаться к Тянькую, так как я хотел, чтобы ты сгладила свое психическое состояние. Однако, твое психическое состояние не только не улучшилось, узел в твоем сердце за последние годы стало только более запутанным, вздохнула Сяа, покачав головой, и хотя тон, который он использовал, был весьма доброжелательным, слабый оттенок разочарования в его голосе все еще был очевиден. «Дедушка, Тянькуй и я», Серебряная Луна подняла голову, чтобы что-то возразить, но патриарх Сяа просто поднял руку, чтобы перебить ее. «Тебе не нужно ничего объяснять. Я знаю, что ты хочешь сказать. Тянькуй воспользовался моим временем в уединении, чтобы нарушить данное мне обещание, планируя собрать твое телосложение и неспроисхождение еще до того, как ты достигнешь стадии интеграции тела. Ему не удалось этого сделать, поэтому он использовал другие закулисные методы, чтобы разделить твою душу на две части, заставив тебя страдать от агонии разделенной души более 1000 лет. Он забрал пластину, бросающую вызов звездам, чтобы ты не смогла вовремя вернуться в царство духов. Тебе действительно нужно, чтобы я пробежался по всему, что он сделал? Когда он говорил, на лице патриарха Сяа внезапно появилось яростное выражение, и он ударил рукой по медному подлокотнику своего кресла. Вспыхнула вспышка белого пламени, и подлокотник полностью стерся с лица земли. «Ты знаешь обо всем этом, дедушка?» Серебряная Луна вздрогнула, когда ее лицо резко побледнело. Неужели ты думаешь, что я такой старый и дряхлый, что даже не замечаю, когда кто-то плохо обращается с моей внучкой? Если бы не тот факт, что у меня осталось не так много времени, а он единственный младший я могу доверить волчий род, я бы его давно замучил до смерти». Патриарх Осиа холодно фыркнул. Лицо Серебряной Луны побледнело еще больше, когда она услышала это. На ее лице появилась кривая улыбка, когда она сказала: «Вина не может быть полностью возложена на него. Технически я его главная наложница, и его база совершенствования не продвинулась. Он знал, что мое происхождение инь может помочь ему преодолеть его узкое место, поэтому было неизбежно, что он что-то попытался бы сделать. Ты все еще пытаешься его оправдать? До того, как выйти за него замуж, ты была святой девой нашей расы. До достижения полного мастерства в этом искусстве культивирования тебе была необходима значительная продолжительность жизни. А он ее тебе значительно сократил, забрав твою девственность. Он отлично знал об этом. Вдобавок ко всему, после того, как он женился на тебе, он взял еще много наложниц и никогда не считался с твоими чувствами. Кажется, что с тех пор, как он стал монархом демонов, он забыл, что наша раса является главной ветвью расы волков. И если бы не тот факт, что все мои младшие обладают слабыми способностями к совершенствованию, и ни один из них не достиг стадии интеграции тела, я бы ни за что не помог такому отвратительному типу, как он, стать волчьим монархом. Когда патриарх Осиа говорил, в его глазах появилось холодное выражение. Серебряная Луна прикусила нижнюю губу, но слабо вздохнула и в конце промолчала. Однако после испытания, которое ты перенесла в этом низшем царстве, ты пробудила свое телосложение 7 звезд Луны, так что это неожиданный плюс в этой ситуации. С твоими прошлыми способностями к совершенствованию стадия пространственной закалки была бы твоей пределом, но с этим телосложением 7 звезд Луны для тебя не исключено, что ты достигнешь стадии Великого Вознесения в будущем. В юности я тоже не обладал исключительными способностями к совершенствованию. Только после пробуждения того же телосложения я смог достичь своего нынешнего развития, значительно усилив свою базу, сказал патриарх Осиа. Однако лицо Серебряной Луны оставалось смертельно бледным, когда она покачала головой в ответ.
Я бы предпочла не иметь такого телосложения, если бы это означало, что я могла бы избежать испытания, через которое мне пришлось пройти. Я знаю, что ты через многое прошла за последние годы, но, видя, что теперь у тебя есть потенциал для перехода к стадии интеграции тела, я могу отбросить запреты, которые у меня когда-то были. Тянь Кую лучше молиться, чтобы он погиб в бою против дьявольской армии. В противном случае, как только дьявольская скорбь закончится, я подвергну его участи хуже смерти. Сердце Серебряной Луны екнуло от шока, когда она услышала это. Вы не имеете в виду. Патриарх Осиа продолжил. Нет правила, запрещающего женщине становиться одним из 7 монархов демонов. Я никогда не хотел делать постороннего монархом волком. К тому же Тянь Куй предал мое доверие. Поэтому я, естественно, собираюсь лишить его титула волчьего монарха. Рот Серебряной Луны приоткрылся, когда она услышала это, и только спустя долгое время она пробормотала в ответ. Кажется, это неуместно. Патриарх Осиа вернулся к своему обычному спокойному выражению лица, но его голос значительно похолодел, когда он спросил. Почему это? Я не замышляю заговор против Тянь Куя без всякой причины. Он сам виноват в том, что сделал с тобой. Ты все еще питаешь к нему чувства. Серебряная Луна на мгновение заколебалась, прежде чем ответить с кривой улыбкой. Конечно, я больше не питаю к нему никаких чувств после того, что он сделал со мной. Я сейчас целиком сосредоточена на том, чтобы перейти к стадии интеграции тела. Если я этого не сделаю, то нашей волчьей расе по-прежнему будет нужен Тянь Куй в качестве нашего лидера. Действительно, кажется, что ты не сможешь перейти к стадии интеграции тела, пока не сможешь победить своих внутренних демонов. Увы, у нас нет времени ждать, пока ты будешь творить этот медленный и неуклонный прогресс. Если что-то случится со мной во время этой дьявольской скорби, ты окажешься в чрезвычайно опасном положении. Так и быть, я должен сделать исключение и сделать что-то радикальное. Посмотри, что в этой нефритовой палочке, вздохнул патриарх Осиа, нахмурив брови, прежде чем внезапно открыть рот, чтобы вытолкнуть из себя лазурную нефритовую палочку, которая полетела в сторону Серебряной Луны и зависла перед ней в воздухе. Серебряная Луна была немного озадачена, но все же поймала нефритовую палочку, прежде чем прижать ее к своему лбу. После того, как она вложила свое духовное чувство в нефритовую палочку, она сразу же воскликнула. «Искусство безразличия. Откуда это? Это не опасно». Патриарх Осиа усмехнулся. Он явно был доволен произведенным эффектом. «Не беспокойся. Это не слишком большая проблема. Но самое главное то, что метод совершенствования этой секретной техники довольно экстремальный, и, скорее всего, это серьезно повлияет на твое продвижение к стадии Великого Вознесения в будущем. Бояться не стоит, ибо я дорожу тобой больше всего на свете. И я, естественно, позволю тебе узнать все позитивные и негативные стороны такого выбора. Ты познакомишься со всем в подробностях. Я позволю тебе взвесить все за и против и только потом принять решение, сказал патриарх Осиа с немного противоречивым выражением лица. Выражение лица Серебряной Луны несколько раз менялось, когда она это слышала, и она казалась довольно нерешительной. Что касается патриарха Осиа, то он медленно закрыл глаза и больше ничего не сказал, терпеливо ожидая решения Серебряной Луны. Спустя долгое время Серебряная Луна отняла нефритовую палочку от лба и опустила голову, чтобы обдумать варианты. Спустя некоторое время она, похоже, приняла решение и с серьезным выражением лица спросила. «Дедушка, действительно ли эта секретная техника позволит мне перейти к стадии интеграции тела перед нашей последней битвой против дьявольской армии?» Патриарх Осиа вновь открыл глаза и ответил. «Я не могу давать никаких гарантий, но вероятность того, что это произойдет, составляет от 70 до 80%. В противном случае я бы не стал выносить это на твое рассмотрение. Пока нам спешить некуда, ты можешь спокойно обдумать это в течение нескольких дней, прежде чем сообщить мне свое решение.